Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас вход пишется на сам планшет Lenovo P11 Pro. Не буду говорить все название, вам оно не особо необходимо. В чем его особенность? Как вы видите, камера здесь основная, даже не цвет, блеск, красота, но она неплохая. Как вы понимаете, в российском ритейле данный планшет продается уже полгода, и на него ценники от 30. Я лично его покупал за 18 600, ну единственное, за таможню я, наверное, рублей 500 заплатил, но эти же 500 рублей вернулись мне кэшбэком. Это к вопросу, от чего я буду отталкиваться, когда буду рассказывать об этой прелести. И это реально прелесть за те деньги, что я за него отдал. Он быстрый, большой, странный, потому что он очень походит на яблочную продукцию, во всяком случае, по отклику, по внешке, по тому, с какой скоростью работает ПО. И я бы сказал, что Xiaomi-шные планшеты, которые также были на канале, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, даже учитывая их ценник, не особо-то выигрывают. А я бы даже сказал, проигрывают, но опять же, отталкиваясь от того, за сколько брал его я. За 30 однозначно нет, если вы планируете в нашем ритейле покупать. По внешке он не особо сильно отличается от P11. P11 был на канале буквально 2 дня назад, я обзор на него запилил. Его я брал за 11 тысяч рублей. Что бы я хотел сказать про это Lenovo? Vibra, так же как в P11. Да, топорное, но оно есть, и это круто в планшете. Камеры обе рабочие, с обеих камер можно во всяком случае разговаривать. Кино вы на 1080p 30 fps не снимете, но вот так. Микрофоны как работают, вы слышите, недалеко от меня дорога. Я снимаю в максимально некомфортных условиях, я думаю, для глаза тоже, потому что это Мурино, это Ленобласть, и здесь красоты, к сожалению, мало. Хотя вроде бы недалеко Петербург. И к чему это все? Не забываем подписываться на канал с колоколом. 5 Mi Band 6 серии разыгрываются ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Всем, кому интересен мой канал и кому не интересен, скоро будет Motorola X30. Буквально через пару дней будет первый обзор, и потом второй обзор будет после того, как я прилечу где-то на неделю, возьму его сравнивать с Huawei P50 Pro, с iPhone 13 Pro и на Pixel 6 Pro. Вот я их вместе все возьму и буду сравнивать в Доминикане, возможно. А возможно нет, посмотрим. По поводу этого планшета, что я могу сказать еще сверху? Под него и выпускаются неплохие клавиатуры, неплохие пенсилы. Я покупать не стал, потому что у меня есть у Xiaomi-шные комплекты, есть комплект от Яблока. При распаке вы услышите, как он мне понравился с первого взгляда. Он мне реально понравился. Все в нем хорошо, не идеально, но для этого ценника я бы на вашем месте на него посмотрел. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня с нескрываемой радостью я наконец скрываю планшет, один из планшетов. Я честно купил целых 2 у Lenovo. В начале продаж это все дело стоило максимально выгодно на Алишке. Сейчас прайс такой, что проще, наверное, купить Huawei или Xiaomi не на распродаже. На распродаже, конечно же, выгоднее покупать что-то от Lenovo. Lenovo купил Motorola. Упаковка, если честно, больше по фану. Чем больше по фану? Она изначально чуть-чуть нарушена, это раз. 2. Картон, я не скажу, что супер. Указано количество внутренней памяти 128 гигабайт. Я ее, кстати, да, еще и сам, видите, чуть-чуть вскрыл. Следующий момент. Мы видим, что здесь, разумеется, Android, разумеется, Qualcomm-овский Snapdragon процессор, Dolby Vision Atmos на борту, Sound by JBL, но мы знаем, кто купил JBL, ладно, будем надеяться, что все хорошо. Хорошая батарея с их подачи, экран OLED на 2,5К разрешение и размером 11,5 дюймов. И обещают его ультралегким. Ну что же, помимо того, что здесь Bluetooth версии 5.0, а не 5.2, к сожалению, скрываем. Ага, а вот это интересное кино. С вами было здесь оно. Смотрите. Он уже вскрыт. И это нехорошо характеризует продавца. Ну ладно. Ну ладно. Следующий момент. Вскрыли. Смотрим. Ощущение, что здесь кто-то копался, к сожалению, присутствует. Ну ладно. Ладно. Зарядка от Lenovo. Родная. На сколько ватт? Разумеется, на 20 ватт максимум. В принципе, этого планшета должно хватить. Кабель для зарядки USB-A на Type-C. USB сюда. Разумеется, китайская вилка, переходник идет ужасный, лучше купите за 50 рублей сразу на Алишке. И помимо всего, что хорошо, есть переходник с Type-C на мини-джек. Сразу делаем вывод, что мини-джека здесь нет. Барабанная дробь достаем. Великолепный планшет.
Сразу у нас указано, где качельки регулировки громкости, сразу указано, где кнопка питания, в которой находится сканер отпечатков пальцев, USB версии 3.1, и это очень круто, значит все быстро будет скидываться, и Type-C без мини-джека. Здесь у нас слот под SIM-карту, будем проверять. Опа! Все, вскрыли, цвет, блеск, красота. Первое ощущение. Вот эта вот блямба, она, конечно, не в тему. Ну ладно. Значок Lenovo металлический, и он здесь ни к селу, ни к городу. Видим вспышку, видим, что камера не особо сильно выпирает. Внутри цвет, блеск, красота, должна быть скрепка. Инструкция, QR-код, все, что нам надо, и все, что они положили. Чехол бы еще в подарок, правда? Но так как они вскрывали, и то неплохо. Мы выбираем Россию для того, чтобы... мы и так видим количество заряда, половина заряда есть. Русский язык есть, Россия. Большой такой планшет. Рамки, вы заметите, что никакого подбородка нет, они одинаковые. Большие рамки, но с другой стороны, чего мы хотели от Lenovo, тем более за эти деньги. Вскрываем слот. Слот, разумеется, не прорезинен, смысла его прорезинивать в планшете в данном нету. И мы видим, что у меня есть возможность запихать туда только карту памяти, симку запихать возможности нет. Значит, я взял только Wi-Fi. Узнаем. 487 граммов, iPad Pro. На M1, ну, он меньше. Меньше грани. Не меньше, к слову. Все остальное, даже грани больше. Он толще. Все остальное будем сравнивать. Логично, что это монстр просто по сравнению с данным планшетом. Но вот так. Смотрим. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о планшете Lenovo Tab 11 Pro. И сегодня, если вы смотрите в тот же день, как я ролик выгрузил, идет распродажа на Али. Почем они сейчас, я понятия не имею, но однозначно дешевле, чем обычно, потому что промокоды, еще раз повторяюсь, в телеге скидок по ссылке в прикрепленном комментарии в описании к видео. Вряд ли за 18, как я приобрел 11.11 его можно купить, но плюс-минус. Полетели. На руках у меня, разумеется, китайская Wi-Fi версия, но с возможностью выбрать русский язык, что не может радовать, и логично, что Google Play уже на борту. То есть сервисы Google все работают. Поставляется устройство в двух цветах корпуса, аналогичный Lenovo Pad 11, грифельный серый и платиновый серый. Корпус цельнометаллический алюминиевый. К слову, на Realme Pad 11 обзор уже был на канале, по ссылке в правом верхнем углу, можете посмотреть на него. Размеры девайса составляют 264 мм на 171 мм и 8 мм в ширину вместе с камерами и 6 мм без блока камер. Форм-фактор достаточно удобный, но сам корпус хоть и хорошей сборки, но очень узкий, маркий. Все вырезы сглаженные, аккуратные. Поцарапается такой быстро, поэтому советую сразу же приобрести комплектный чехол защитный и заодно клавиатуру, кстати, с пером. К слову, клава работает даже с версией P11, которую реально купить за 11 тысяч. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным отпечатком пальцев, кнопки регулировки громкости, порт USB Type-C версии .3.1, двунаправленный микрофон, 4 динамика JBL, Dolby Atmos на борту, 4-контактный разъем Pogo-Pin для подключения клавиатуры, и последний — это слот в моем случае на microSD до 256 гигабайт объемом. Люфта у кнопок совершенно нет, но кнопка питания на одном уровне с корпусом, что не всегда удобно. Летим далее. С лицевой части планшет оснащен дисплеем на 11,5 дюйма OLED с разрешением 2К 2560 на 1600 точек. Рамки вокруг экрана небольшие, но и не маленькие, я скажу средние. Плотность пикселей составляет 320 ppi. В плане четкости экран заметно уступает iPad Pro, что неудивительно, и учитывая, что стоимость практически в 5 раз дешевле. Во время использования пиксели в глаза не бросаются, цвета насыщенные, цвет черный хороший. Это же не IPS. Максимальная яркость 500 нит. Управление жестами на борту, разумеется, работает прекрасно. Частота обновления экрана стандартная 60 Гц, шим на 100% яркости составляет 5%, на 59%, на минимальной яркости 10%, в 10% 19%. Глаза от экрана не устают, автояркость работает плавно, но долго думает, прежде чем перестроиться. Тон картинки под разными углами бросает в холодно ярко выраженный оттенок. Мультитач на 10 пальцев, разумеется, работает. Экран разблокировать можно двумя способами: при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Датчик отпечатка пальцев срабатывает шустро, но часто промахивается. Но тем не менее, добавить несколько отпечатков одного пальца можно. Разблокировка по лицу работает прекрасно, добавить можно только данные одного лица, что хорошо. Промахивается 2 раза, правда, из 7. Но
но, к счастью, узнает в любом расположении девайса, независимо от того, в каком положении заносились данные. Сразу вспоминается iPad. Правда, у меня он разблокируется только в одном положении. Летим дальше. На борту установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730GB с техпроцессом 8 нанометров. Не так он далеко, правда, от 11-го ушел. Максимальная тактовая частота которого 2,2 ГГц. Графический же процессор Adreno 618. Тоже не супер топ. Интерфейс на основе Android 10 из коробки, но у меня уже прилетело обновление до 11 Android. Google сервисы доступны также из коробки, что удобно. Во время использования присутствуют редкие зависания интерфейса. Оперативная память LPDDR4X доступна 6 ГБ. Внутренняя память, к сожалению, UMCP по официальным данным. Или UFS 2.2 по Antutu и доступно 128 ГБ. Надеюсь, здесь UFS 2.2. Имеется поддержка Wi-Fi двухдиапазонного. В продаже также есть версия устройства, которая поддерживает мобильную связь, и бенды 7 и 20 у нее в наличии. Вибромоторчик хороший и не настраиваемый, к сожалению, но мне он понравился хотя бы наличием. Bluetooth не самый новый, версии 5.0. Из навигации GPS, Beidou, а GPS и GLONASS. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра, хотя вряд ли вы будете ходить с этим планшетом, но может быть кто-то в машину его поставит. Емкость аккумулятора составляет 8600 мАч. PC-Mark у меня аппарат прошел дважды и выдал 5 часов 41 минуту и 5 часов 56 минут. И каждый раз выключался, никаких 20% не оставив. Тест я проводил на максимальной яркости, разумеется. При этом сказать, что планшет быстро разряжается, я не могу. Его свободно хватает на целый день свободного использования. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания за 2 часа 20 минут. За час игры в Genshin Impact съедает только 23% на высоких настройках графики и максимальной яркости. Правда, странно после этого в PC-Mark видеть меньше 6 часов. Хотя он в один только Genshin может рубиться практически 9. Играть в целом удобно, на высоких настройках графики проскакивают редкие фризы, но на низкой графике все летает. Устройство незначительно нагрелось и яркость не сбрасывало. По тестам в 3D-марке показал он неплохие результаты для своей цены. Wildlife Extreme Stress Test 302, Wildlife 991, Wildlife Extreme 301, Wildlife Stress Test 992, Slingshot Extreme 2493 и Slingshot 3554. В Antutu выдал не самый радужный результат в 343 тысячи попугаев. Это прям ультра скромно, учитывая его стоимость в ритейле. Стоимость на Али меня устроила полностью с этими данными. Тротлинг-тест прошел удивительно. 176 гипсов минимально, максимально 192 гипса и в среднем 188 гипс на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке выдал в сингл-коре 524, в мультикоре 1675. Storage-тест показал 21 тысячу, и это прям не сильно топово, но и не очень убого. Результаты стресс-теста не самые лучшие, вы их видите на экране. Задняя камера двойная, основная на 13 мегапикселей с автофокусом и ширик на 5 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Фронтальная камера спрятана в правой рамке экрана, и она тоже двойная. 8 мегапикселей с автофокусом и 8 мегапикселей с фиксированным фокусом, и максимальное разрешение для съемки видео здесь 1080p 30 fps. И хочу отметить, опять же, у Xiaomi есть планшеты с 50 мегапиксельной камерой основной. Минусы у Lenovo. Нет разъема под мини-джек, но спасибо за переходник в комплекте. Зарядка относительно долгая, корпус очень скользкий, яркости в солнечную погоду слегка не хватает. Разблокировка экрана по отпечатку пальца и распознаванию лица работает не идеально, несмотря на то, что девайс продается уже давно. Цена по ссылке в описании к видео в районе $300. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. На момент вашего просмотра, если сегодня первый день, как выгружен ролик, сейчас идет сейл на Али, промики уже там. Резюмирую, Lenovo Tab P11 Pro получился вполне удачным за ту сумму, за которую я его брал. Так как если брать его без привилегий и скидок, то за такую цену хотелось бы более топовое железо. А если брать наш ритейл, то там вообще слезы на глаза наворачиваются, непонятно, за что они хотят такие деньги. Там реально этот планшет в 2 раза дороже, чем на Али, и это бред. Хорошо, что к планшету без проблем можно подключить клавиатуру, без проблем можно использовать стилус, и в принципе девайс очень даже годный. В этом смысле Lenovo, я считаю, молодцы. Такое железо за эти деньги, просто цвет, блеск, красота. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Завтра будет обзор на Motorola X30. Да, это супер новый телефон и 1 000 000 баллов. Кстати, в Antutu лично у меня он не выбил. Пишем в комментариях, что еще купить для обзора. Этому девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.